Всем привет! Я приветствую вас на моем онлайн-курсе «Конфетки-пироженки». Этот курс я создала с единственной целью – поделиться с вами рецептами таких сладостей без сахара, которые станут настоящей альтернативой каким-то неполезным тортикам и сладостям. Как вы, наверное, уже много раз слышали, я много где говорила, мне очень нравится такой подход, такая философия, что не отказываться от чего-то неполезного, а внедрять вкусные и полезные блюда. И я сейчас коротко расскажу, как этот подход повлиял на мою жизнь. Мой опыт был таков, что когда я только что перешла на вегетарианство, я начала очень много готовить различные выпечки, в том числе и сладкой, конечно же. И я была настолько вдохновлена, мне все очень нравилось. Я впервые приготовила свою первую шарлотку, тортик. Но потом, через какое-то время, я начала замечать, что этого слишком много в моей жизни, слишком много стало мучного. И появляется такая некая зависимость. Я решила, что нужно что-то изменить. И начала не отказываться, а внедрять какие-то полезные, классные рецепты, сладости без сахара. Либо с какими-то ингредиентами альтернативными сахара, там, например, сиропом топинамбура. И долгое время, долгие годы я экспериментировала, я искала рецепты. Мне не всегда что-то нравилось, потому что, знаете, я не из тех людей, которые вот едят такую аскетичную еду, типа просто замоченных сухофруктов, либо там орешков с медом, либо просто смешанные сухофрукты с семечками. Мне нужно, чтобы именно это было визуально красиво, по текстуре, по вкусу. В общем, чтобы было такое комбо. И я оставила в рационе несколько очень крутых рецептов, и именно этими рецептами я хочу поделиться с вами. Все конфетки и пироженки супер сбалансированы по текстуре, по вкусу и визуально очень красивые. И самое классное, что их очень просто приготовить. И вот я начала готовить эти конфетки и пироженки с какой-то периодичностью. Их получается довольно много. Они отлично хранятся в холодильнике. Их много не съешь, но при этом они очень быстро удовлетворяют по сытости и по вкусу. И вот что я заметила спустя какое-то время. Тортики и какие-то мучные изделия реально просто куда-то отпали из моей жизни. При том, что я осознанно не отказывалась от всего этого и не отказываюсь до сих пор. Я ем в гостях в вегетарианских кафе реально пару видов только тортиков. Но это получается без привязанности, то есть у меня нет привязанности к этим тортам. А некоторые торты и какие-то сладости неполезные я вообще не хочу. Я даже ем, и у меня как-то изменились вкусы, и мне это невкусно. Вот такой результат, чего и вам желаю. Ну что ж, давайте пройдемся немного по некоторым правилам приготовления, чтобы результат получился восхитительным. Какой инвентарь понадобится? Кофемолка, блендер погружной и с чашей с S-образным ножом, либо профессиональный блендер. Сухофрукты замачиваем до средней мягкости, не на ночь. Знаете, чтобы были такие мягкие сухофрукты, чтобы их можно было пробить в блендере. Это нужно для того, чтобы конфетки были твердые по текстуре и хорошо держали свою форму. Орехи хорошо промываем и просушиваем зимой на батарее, а летом на солнышке. Если есть дегидратор, то в дегидраторе. Кешью для пирожного замачиваем в хорошей воде минимум на 4 часа, даже лучше на 6 часов, а самое удобное на ночь. Масло какао топим на водяной бане. Ягоды и кокосовое молоко для кешью пирожных нужно обязательно комнатной температуры. Если они будут холодные, то масло какао затвердеет и будет кусочками в пирожном. Хранить такие конфетки и пироженки строго в холодильнике в закрытом контейнере до 3 недель максимум, а в морозилке до 6 месяцев. Ну что ж, на этом все. Приступайте к видеорецептам. Я желаю вам много вдохновения. Пишите, задавайте свои вопросы в комментариях под видео, либо в нашем закрытом чате в Telegram.